Ходила я в магазин за продуктами, мне звонит телефон и говорит, что ваша посылка уже на месте. Забрала свой наборчик сезона Кюбриз, буду складывать с милашки. Очень уже хочется начать. И что тут? Точно так же через компьютер распечатаем, будем собирать. Покажу вам отдельно полностью уже готовую работу. И в своем видосике вам расскажу и покажу, как у меня она складывалась и что, в принципе, я делала и как это собирать. Штучка, мне кажется, прикольная. Я уже как-то говорила, что у нас свое собственное производство окон. И вот, смотрите, профиль, да? Профили разные. Это вообще ламинированные, беленькие, красивые. И тут, смотрю, у папы в комнате стоит эта штука. Я так думаю, что к чему? Опять какие-то образцы валяются. Что он делает? Он ставит это вот так, а потом делает вот так. Ну, взяла Милашин, смотрите. Это же надо было додуматься, сделать себе такую подставку. Он говорит, что он, когда делает что-то на работе, ему где-то скучно, телефон бросать куда-то надо. И папа сделал вот такую подставку под мобильный телефон. Лайфхак. И привез ее с собой домой. Хорошая штука. Сегодня к вечеру я, в принципе, ничего таки не делала. Пришла, разобрала эту веточку, которую вам показывала в прошлом видео. И что-то тут на елку поцепляла. Ничего еще не приклеивала. Попробовала вот так. Как я говорила, мне посоветовала девочка добавить зелень именно елочки. Света, конечно. Добавила зелени. Ну, она у меня просто еще вот так вот. Тут, кстати, на этих ветках классно, что они просто снимаются. Их не надо резать, они просто снимаются. Подобавляла вот так вот. Так, где тут у меня лицевая? А потом думаю, просто вставлю шарики, посмотрю, как с шариками. Мне это напомнило елочки, которые есть в интернете. Ой! Ладно. Подобные елочки именно есть в интернете. Знаете, такие, здесь много-много красных ягод, к низу они зеленые. Очень сейчас напомнила эти елки. Но еще не знаю. Сверху точно добавлять зеленого не буду. Снизу добавлю. И, еще же. Я взяла вот эти шишки, которые были на вот этой веточке. Тоже их сюда просто пока повставляла. И понимаю, что эти шишки я тоже сюда добавлю. С этой веточки тоже сниму. Тоже сюда добавлю. А эту елочку, кустик, оставлю, уберу игрушки и шишки. И пока оставлю в таком виде. А с другой стороны, когда я начинаю вот так вот делать, там добавлять ягодки куда-то, ну, круто смотрится. И быстрее всего я буду завтра менять кашпо. Я сейчас вынесла мусор, хотела зайти в магазин, но он уже закрылся чего-то сегодня раньше, надо идти дальше. И на улице такой туман и такая тишина, а сейчас только 10 вечера. Не ветерочка. Ой, как я люблю такую погодку. Такое чувство, что я здесь одна. Кашпо, конечно же, в магазине огромное количество, но я пришла вот за вот этим. Во-первых, он отлично подходит к цвету шишек. Ну, я обожаю рыжие. Рыжие. А еще я уже на следующий раз... Мне надо пересадить большущий кактус. Мне надо что-то такое. Но я не померила размер. Обожаю эти горшки. И посмотрите, какая у нас красота появилась. Обалдеть. Лаванда. Что-то новенькое. Разные колоски. Супер вообще. Для работы. Единственное, что многое можно насобирать самому, если есть где-то рядом поля. Но как букетики, красота. Вот внутри еще. Мы поехали с Алексеем прокатиться по экотропии. Смотрите, что здесь у нас есть. По дороге стоят вот такие, не знаю даже, как их назвать, афиши. Там, где написано про разных насекомых. Здесь про сосны. То, что есть по дороге по этой тропе. Никто не катается. Всем привет! Мне что-то лень встать, закрыть окно, и так прохладно. Сейчас буду снимать видео и возвращаю обратно веточки, ну, чтобы показать на видео. И у меня спросили, сколько здесь получается в одной этой веточке из фикс прайса. Еще раз напомню, вот эти вот
штуки из Fix Price. Получается одна ветка. А вот в этой веточке получается вот таких, у меня, по крайней мере, на этой 29 штук. И мне кажется, что это просто идеальный вариант, потому что я сравнивала цены у нас в магазинах, везде, да. И у нее, конечно, цвет. А еще знаете, что я подумала? Вот если взять две таких веточки, сделать это вот таким образом, здесь сделать большой красивый бант, подвесить игрушки какие-нибудь, и получится обалденный декор на камин. И я уже над этим тоже задумываюсь, может быть. Также еще так можно украсить дверь, можно на дверь и вот так его сделать, и вот так сделать. Но вот так, мне кажется, просто шикарно. Поэтому сегодня я доделываю елочку, но для вот этой второй ветки я пойду куплю еще одну елку, потому что, ну, смотрится оно реально очень, очень как бы круто. И выглядит более дорого, потому что если брать веточки, которые вот такого плана, да, потому что у меня есть вот такая гирлянда, у меня вообще елка такая, я уже мечтаю, когда я поменяю елку, но пока что ее большую некуда поставить, а маленькую покупать смысла нету. Но на камин я себе сделаю такую штуку, обязательно вам покажу на своем канале, как я ее буду делать. И ребенку скажу спать, что я должна всегда его укладывать. Ты еще работать будешь? Тебе еще надо сделать 2 видео. Ты гонишь. И чтоб не выходила. Все, да вырубай, пошли уже. На самом деле уже крыши. Сейчас скоро. Вообще крыши. Так, сейчас я фотографирую работу и хочу вам немножко показать. Делаю я это что на улице, что дома всегда одинаково. Нахожу, конечно же, место, лучшее место. Сейчас мне не совсем все нравится, поэтому я выдвигаю свою работу вперед. Она у меня всегда стоит ближе, чем все остальное. Сзади всегда классно, когда есть какие-то огонечки, они всегда отсвечивают. Но на телефон, не на каждый телефон получится красивая картинка. Я снимаю на свою камеру, и у меня объектив портретник 1.7. Что здесь классно, если будет видно, он делает задний фон размытым. Он делает задний фон размытым, за счет чего получается очень красивый кадр. И стараюсь делать совершенно разные ракурсы, но для меня как бы принципиально размытый фон. Я не знаю почему, просто мне, наверное, так нравится. Тогда огонечки сзади появляются такими, как боке. И красиво. Надо вот эту гирлянду немножко расправить. Ну вот, так уже получается лучше, потому что огонечки будут в разных местах. Что еще по поводу съемки, что на улице, что дома. У меня дома как бы этот объектив выдерживает, а на улице я всегда стараюсь снимать, чтобы очень сильно ярко солнце на нее не светило на работу. Где-то чуть-чуть уйдешь в тень. А вообще самые красивые кадры это вечером на улице, когда красивый закат. Вот тогда просто супер. Елочка моя готова. Сейчас фотографирую и выставляю видео. Смотрите, как у меня сейчас выглядит уголок, где я снимаю. На этой елке я подцепила гирлянду. Кстати, если сделать с гирляндой, будет, конечно, шикарно. Просто что у меня нету никакой подобной гирлянды, а покупать только для этой елки не хочу. Тем более, что заказали-то у меня эту елку, забронировали без гирлянды. Здесь у меня мой щелкунчик. Думала перерисовать ему лицо, но ничего делать не буду. И камин делала в прошлом году. Единственное, я его за год немножечко здесь потюкала, проходя мимо, потому что надо это все замазать до Нового года, зачистить. Сюда я помещаю вот эту вот гирлянду тепленькую. Да, на видео у меня там холодный цвет. Но здесь у меня вот это мой рождественский вертеп. Обожаю его, просто обожаю. Знаете, он получился очень таким теплым и таким, как я хотела. А еще я решила, что здесь на ниточку в этом году я подвешу звезду. Ее, конечно же, не хватает. И будет красота. Сзади у меня включается гирлянда, и все это красиво светится и смотрится. Ну и здесь гирлянда из магазина Академия рукоделия. Эти
из Fix Price. И вот так вот, когда что-то снимаю, просто у меня получается такая, знаете, фотозона, которая без конца у меня меняется. И насчет вот этих шишек большущих, тоже у меня там спрашивали. Некоторые шишки мне привозили, они просто огромные. Привозили, что с Англии, что с Европы в подарок были шишки. У нас к Новому году, вот сейчас, по-моему, с 1 декабря открывается новогодняя ярмарка у нас на Гоголе. Те, кто будут в Бресте, обязательно посетите. Там именно в одном месте можно купить такие большие шишки. Потому что вот эта шишка именно оттуда. Они, видите, вот это вообще не полностью открыто. Но они классные. У меня здесь лежит в корзине несколько таких шишек. Ну, наверное, штук 10. И я с ними ничего не делаю, делать не буду. Потому что мне безумно нравится, как большие шишки смотрятся в декоре. Еще очень часто... Еще очень часто бывают шишки, которые, видите, они очень сильно выгибаются. Вот, и получается такая своеобразная елочка. Тоже очень красиво. Поэтому, если у вас в городе есть какие-то ярмарки новогодние, то обязательно присмотритесь. Очень часто эти шишки лежат просто как декор. Обязательно спрашивайте, продаются ли, потому что у нас многие не знали. Нужно спрашивать, уточнять. Все спрашивайте. Не бойтесь. Ну, а елочка, конечно, с такой гирляндой. Такая паутинка у меня сверху. Нужно сейчас убирать. Просто я делаю это для видео. У меня задание тут. Меня заказали новогодний сапог для подарков. Смотрела я из тех труб, которые у меня есть. У меня есть вот такие разного диаметра. Это, по-моему, где Неполан упаковка, на которую наматывают, где этот на пол линолеум. Вот такие вот бывают. И еще у меня была вот такая тонкая. Я из нее сделала верхушку как бы сапога, подошву, и на этом все. Я видела как-то, что делают из бутылок. Не хочу делать из бутылки, потому что меня вот это вот здесь, вот эти 4 или 3, сколько их тут, на бутылке меня просто раздражают. Круглых идеальных бутылок нету. И сейчас надо что-то придумать вот такое красивенькое. Но пока что ничего не приходит в голову. Думаю, надо идти на лестничную площадку. Там у нас стоит огромная коробка игрушек Милайна. Может, от какого-нибудь шарика лол там есть что-нибудь, знаете, такое кругленькое. Короче, заказ у меня таков. Сделать сапог. Кстати, как-то у меня даже было, что кто-то писал в комментариях про новогодний сапог. Не знаю, имели в виду такой или нет. Я раньше никогда это не делала и никогда, в принципе, меня не заказывали. Сейчас сказали сделать новогодний сапог, чтобы вовнутрь они могли насыпать детям конфет. Ну, посмотрим, что получится. И получится ли вообще. Потому что, как оказалось, именно вот эту часть сапога сложнее всего сделать. Пыталась я тут повыкручиваться с картоном, чтобы вот так вот поприклеивать. Ну, не знаю, вроде начинаешь приклеивать. Но все равно не то. Получается очень много наслоений, и все равно получается некрасиво. Сейчас думаю, в принципе, про новогоднюю елочку видео уже на канале, так что переходите и смотрите, прикрепляю вот с этой стороны в подсказках. Так, не могу пойти спать. Достала сейчас коробки свои цветы с прошлого года. Я вот такие себе покупала на елочку. Очень их люблю. В этом году что-то пока не нашла. В магазине, в материке покупала. Если увижу, обязательно сразу же возьму. Вот такую пуансетию. И эту я делала самостоятельно. Видео есть. И у меня есть еще вот такие цветочки, которые с Fix Price. Я тоже их делала на елочку. Люблю цветы на елке. Ну вот, люблю и все. Сейчас я достала, хочу посмотреть. Думаю, может мне вот сюда сделать как бы цветами. Вот эти, конечно, бы. Так, сюда. Потому что вот этих-то можно пойти и купить. А будет ли оно красиво? Или не париться, а сделать... Здесь 3 пока принесла.
Наверное, надо сделать побольше. Вот так вот. Сюда. Сюда. Так. И вот сюда. Короче, у меня, как обычно, вечером начинаются размышления вслух. Я надеюсь, что в ближайшие дни я сделаю, сразу же покажу видео. И быстрее всего завтра буду делать все-таки пуансетию своими руками, но больше размером. Убрала я полностью все с камина. Как вы видите, желтая шпатлевка, я уже все зашпатлевала. Это у меня шпатлевка по дереву. Высыхает, зачищаю. Быстрее всего, может, еще вокруг тут что-нибудь приклею. Посмотрю. Внутри хочу сделать коричневым цветом. И, наверное, все. Больше никаких изменений не будет. Подготавливаю уголок для того, чтобы поставить елочку. И как раз вот сюда потом будет новогодний декор. Так что, если что, я думаю, что это все вместе с новогодним декором я вам покажу в отдельном видео. Сегодня, перед тем, как уехать нам по делам, на танцы, я списывалась со своей подписчицей. Она меня спросила, не знаю ли я, как называется техника, как делать елочки из бумаги. И помните вот эти вот шарики в технике? Там еще какое-то японское название, но мы, мне кажется, в простонародье называли всегда это соты, когда склеивают шарики, да, сотами. И я начала рыться, и на Pinterest нашла очень классные идеи. Думаю, я попробую. Попробую, вдруг у меня получится. И вот за вечер я просто сидела, вырезала, и у меня получилось вот две вот таких обалденно красивых елочных игрушки. На самом деле очень сильно решает цвет. Причем, что в игрушках он вот такой, а листы у меня, видите, они все равно немного по цвету отличаются. Здесь получается цвет более такой насыщенный и красивый. Очень мне понравился итоговый, конечно, результат. Я еще в дополнение сделаю еще одну игрушку, только не знаю. Или сделаю какую-нибудь елочку. Нет, наверное, сделаю шарик. Сделаю еще шарик. И все, можно будет спокойно отдыхать. Насчет видео я, в принципе, снимала, но там того видео на минуту, как я говорю. Но смотрится здорово. Я еще покрыла краской по краю. И мне как бы мне очень нравится. А если сделать, украсить елочку всю такими игрушками, вот если у вас такие, знаете, как тематические, потому что у моей Юли свекровь, она каждый год по-разному украшает елку. В этом году у нее коричневая, в следующем там голубая. Постоянно что-то. А если сделать вот подобным образом игрушки, мне кажется, будет очень здорово выглядеть. Кажется, вроде бы бумага, а так сразу и не скажешь.